Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», ссылка на сайт вот, там есть много полезного для вас. А мы сегодня будем говорить о том, как отвечать женщине, вообще как быть, что делать в ситуации, когда мужчина заявляет: а что ты можешь дать мне в отношения? Обычно такая ситуация повергает женщину в шок. Ну как же, вроде как вот. И тут же начинаются сомнения в себе, потому что, а что я ему могу предложить? Особенно, если вы надумали, нарисовали себе картинку, какой он уже офигенно классный, или даже если он с порога, прям вот вы только встретились, и он вам говорит: а что ты мне можешь вообще предложить для отношений? И вот это очень сильно, либо на излете взбивает, либо разбивает вдребезги женскую фантазию, и после этого начинаются серьезные проблемы. Женщина начинает сама себя принижать, обесценивать и отдавать все козыри в руки мужчине. А мужчина ей выдает стандартные ответы. Сейчас мы с вами разберемся, какие стандартные ответы летят вам в лоб, для того, чтобы вы точно знали и распознавали, если вы это слышите, то это вот об этом. И потом, как поступать и что с этим делать, мы тоже сегодня разберем. Если вдруг мы не знакомы, меня зовут Алла Касаткина, я веду проект «Ладная я» для женщин. Почти 20 лет женщинам помогаю устроить свою личную жизнь и быть счастливыми. Ссылка на сайт вот. Подписка на канал, красная кнопка, лайки и комментарии, любит YouTube, а мы с вами разбираемся. Да? Когда ты встречаешься с мужчиной, у тебя обычно там есть такой внутренний настрой на все хорошее, все замечательно, я иду хорошо провести время, мужчина мне интересен, раз я согласилась. Ну, даже если из отчаяния вы пошли на свидание, все равно он вам важен, вы согласились, вам это интересно, вы показали свою заинтересованность. Вы приходите и вам тут говорят: а ты никто и звать тебя никак, и вообще, что ты мне можешь дать? Что ты сюда, фактически это: что ты сюда приперлась? Звучит. И тут женщина начинает метать бисер перед свиньями, что называется. Что? Обесценивает себя и начинает выдумывать: боже, ну что же я могу ему предложить? Боже мой, вот это, это у всех есть, это есть у всех. И чтобы вот тут, как только женщина открывает рот, ей в ответ летят пренебрежительные достаточно стандартные ответы. Она ему, допустим, говорит: вот это могу предложить. И тут: да это я себе и сам могу обеспечить. Господи, боже мой. Ой. Следующий ответ, то есть это первый ответ, который слышит женщина. Потом женщина перечисляет и говорит: и что, это все? И тоже сидишь, и вроде как ты не при делах. Начинается игра в ставки на повышение. И женщина начинает додумывать, придумывать, а что бы еще такого вот вытащить из рукава, тузы, козыря какие-нибудь, чтобы вот так уже все, вот прям завладеть его вниманием. А он говорит: ты знаешь, мужчинам это на самом деле не так уже и важно. И вы тут бах, и на лопатках. И женщина начинает вспоминать про душевную красоту, про тепло, про любовь. Он говорит: боже, мне это все могут предложить. Ты-то что такого особенного можешь мне предложить? И вот после этих 4 ответов, неважно, вы услышали один из них, вы услышали 3 ответа, вы услышали 2 или все 4, неважно, женщина чувствует себя абсолютно размазанной, абсолютно разбитой и обесцененной. Самое неприятное, что в эту ситуацию, когда ее обесценивают, она ввязалась сама. То есть это не потому, что сама дура виновата, а она просто повелась на ловко рассчитанную манипуляцию. Как сделать так, чтобы вас не положили на обе лопатки, давайте сейчас разберемся. Смотрите, как только вы начинаете играть на повышение, вы сразу мужчине показали, насколько он для вас значим. Он сразу все это дело просек. И идя в отношения с вами, делая вам одолжение, он вас уже ставит в заведомо ущербную позицию. Почему? Потому что если вдруг вы поймете, что вы взвалили на себя слишком непосильную ношу, он вам скажет: слышь, ты мне там на 1, на 2, на 3 свидании клялась и божилась, что ты мне это дашь. Ты обещала. Отвечай за свои слова. Давай. Делай что-нибудь.
А не делаешь, значит, ты над отношениями не работаешь. И получается, что женщина находится, что называется, между молотом и наковальней. Как ни повернись, что ни сделай, все равно ей неудобно. Тащить на себе неудобно, перед ним опозориться неудобно, а мужик получает офигенный козырь, потому что он может вами манипулировать столько, сколько ему захочется. И здесь, в этой ситуации, вот самое главное, в нее не ввязаться. Потому что как только вы начинаете объяснять, все, вы уже проиграли. Поэтому, если мужчина задает вам такой вопрос, знайте, перед вами открыли ворота, и вас сейчас загоняют просто как мышку в мышеловку, потому что вы сейчас станете жертвой манипуляций. И все, что вы можете сказать, а что готов предложить ты? Отдайте ему его же мячик. Откройте перед ним ворота, и пусть теперь он попробует предложить вам, а вы, зная об этих 4 вопросах, можете поиграться, потому что вам доставит искреннее удовольствие, когда вы скажете: женщинам это не важно, ой, это все. Да ладно, это я себе и сама могу обеспечить, а ты-то что можешь? И вот когда вы начнете с ним разговаривать на его языке, вы будете очень сильно удивлены, потому что вы увидите настоящее лицо того мужчины, который задавал вам этот идиотский вопрос. Хотите со мной поспорить? Милости прошу в комментарии. Если хотите дополнить, поделиться своими историями, тоже буду рада вас выслушать. А мы с вами встретимся в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки! С вами была Алла Касаткина и проект «Ладная я».